Всем привет! Сегодня у нас рубрика, в которой мы повторяем уличную еду со всего мира. Первое – это японский бисквит Кастелло. Наверное, это самый мягкий бисквит в мире. И в лавках, где его пекут, обычно ставят штамп. Давайте повторим этот бисквит. Открываем молоко. И отмеряем 200 мл. Также отмеряем 200 грамм муки. И 200 грамм сахара. Еще нужно 12 яиц. И масло. Сначала разбиваем яйца и отделяем желтки от белков. Готово. В желтки просеиваем муку. Также отрезаем 100 грамм мягкого масла. Распечатываем и сбрасываем в муку. Туда же молоко. И миксером все хорошенько взбиваем, пока все компоненты не соединятся. А белки ставим под вот такой миксер, пусть он сам все это взбивает. Когда появляется пена, потихоньку всыпаем сахар. После чего белки становятся такими плотными, что даже если потрясти, они остаются на месте. Перекладываем их в нашу первую смесь. И аккуратно перемешиваем. Берем пергамент. Вырезаем из него дно под размер противня. Взбрызгиваем противень маслом. И кладем пергамент, чтобы он прилип. Также нужно вырезать ленту, которая пойдет по кругу. Укладываем ее. Отправляем наше пышное тесто в форму. Кладем ее в форму побольше. И нижнюю заполняем водой. А это нужно, чтобы бисквит был влажным. И отправляем в духовку. При 150 градусах на целых 2,5 часа. А пока у нас есть свободных 2,5 часа, можно поиграть за компьютером. В игру, в которую периодически поигрываю на протяжении 6 лет. Это World of Tanks. И танки в этом году отмечают свое десятилетие. Игра постоянно развивается. Уже сейчас тебя ждут топовая графика, 600 единиц бронетехники и регулярные обновления. Регистрируйся по ссылке в описании и получи сразу 7 премиум танков, среди которых такие машины как БТ-7, артиллерийский и советский Т-29, обладатель убойных орудий и хорошей скорости. Кроме того, ты сможешь заработать в боях еще один прем-танк 6 уровня А-46. Успей забрать мешок подарков до 12 октября. Регистрируйся прямо сейчас. 2,5 часа уже прошло, и бисквит приготовился. Убираем пергамент. И получаем пышный бисквит. Чтобы это был не просто бисквит, а торт, разрезаем его пополам. Текстура у этого бисквита очень необычная. Он похож на влажную губку. Открываем сгущенку. И поливаем нижний корж. Также нам нужна клубника. Берем ее, отрываем хвостик. И нарезаем саму ягоду на кружочки. Выкладываем эти кусочки сверху на сгущенку. И накрываем второй половиной бисквита. Помните, я говорил, что на покупном бисквите делают штамп. Так вот, мы сделали свой штамп. Разогреваем его на плите. И прижимаем к нашему бисквиту. Похоже, мы перегрели штамп. И корочка просто оторвалась. Но от этого получилось еще необычнее. Давайте отрежем кусочек. Пробуем. Это самый вкусный и самый влажный бисквит, который я ел. Обязательно попробуйте его приготовить. Следующее. Это вот такая двухслойная сырная пицца, которую делают в Индии. Берут покупные коржи. Первый смазывают майонезом. Затем томатным соусом. Натирают сыр. Накрывают вторым коржом. Опять майонез. Томатный соус. Нарезают болгарский перец. Также красный лук. Смешивают все это с кукурузой и на пиццу. Еще один слой сыра, острые перцы и маслины. Все в духовку. И спустя 10 минут получается просто мощнейшая пицца. Не похожа на тонкую итальянскую. Давайте ее повторим. Берем покупную основу для пиццы. Открываем майонез. И смазываем им основу. Дальше кетчуп.
Размазываем его. И чтоб соус был вкуснее, сверху посыпаем все это прованскими травами. Мы взяли два сыра, российский и моцарелла. Открываем российский. И нарезаем сначала на полоски. А затем на очень тонкие кусочки. То же самое и с моцареллой. На пиццу идет немного российского сыра, моцарелла. Накрываем еще одним коржом. Опять майонез, кетчуп, прованские травы и два вида сыра. Для начинки будем использовать оливки, болгарский перец, красный лук, острый зеленый перец и кукуруза в банке. Кольцами нарезаем лук. А затем на кубики. Болгарский перец. Сначала на полоски и тоже кубиком. Открываем кукурузу. Высыпаем к овощам и перемешиваем. Это и будет основной начинкой для пиццы. Сверху опять сыры. Оливки. Нарезаем их на кружочки. А также острый перец. Выкладываем все это на пиццу. Но выпекать мы будем не в обычной духовке, а в специальной печке, которую папа сделал в одном из прошлых своих видео. Но сначала нужно нарубить дров. И разводим костер внутри печи. Он горел на протяжении 2 часов. Разгребаем кочергой угли по бокам. На специальную лопату для печей поддеваем пиццу. И отправляем на горячие кирпичи. Даем буквально 3 минуты, чтобы она хорошо прогрелась. Опять поддеваем на лопату. И поднимаем ее на самый верх печи, чтобы сыр сверху расплавился. Все, наша пицца готова. Давайте отрежем кусок. Пробуем. И это очень вкусно. В пицце нет мяса. Мы не запаривались приготовлением теста. Но из-за того, что она сделана в печи, пицца имеет небольшой запах дымка. И это очень усиливает ее вкус. Остается последнее и, наверное, самое залипательное. Приготовление карамельных конфет ручной работы. Горячую карамель выливают на широкую поверхность, чтобы она застыла. Добавляют красители. И через 10 минут ее снимают. Промешивают на специальном крюке, чтобы краситель хорошо смешался с карамелью. Затем все это скручивается в колбаску. Затем в очень тонкую колбаску. И нарезают все это на маленькие карамельки. Давайте попробуем их приготовить. Самое главное сварить правильную карамель. Берем кастрюлю и наливаем в нее воду, миллилитров 200. Сюда же сахар, так чтобы он полностью покрывал воду. А также вот такой инвертный сироп, который остался с прошлых видео. И ставим все это на плиту, на небольшой жар. И просто не трогаем, пусть карамель сама себе кипит. Самое главное, нам нужен термометр. Опускаем щуп в карамель и просто ждем, пока не будет 150 градусов. Цвет у карамели получается такой янтарный. Берем противень, пшикаем на него маслом. Кастрюлю снимаем с огня и выливаем карамель на противень. Чтобы она быстрее остыла, ставим во второй противень, внутри которого находится холодная вода. Также нам нужно 2 красителя, белый и розовый. На одну половину выдавливаем белый, а на вторую розовый. И немного все это перемешиваем. Пытаться добиться идеально однородного цвета смысла нет, потому что это просто нереально. На стол цепляем струбцину. Когда карамель стала мягкой, разделяем ее на 2 части. Берем сначала с белой краской. И руками начинаем ее промешивать вокруг струбцины. Дальше уже с помощью палочек для суши.
Продолжаем все это дело, пока не получим идеально однородный цвет. То же самое делаем и с розовым красителем. Раскатываем розовую карамель в колбаску. То же самое и с белой карамелью. И сплетаем между собой две этих колбаски. После чего разделяем все это на более короткие отрезки. И раскатываем в тонкую колбаску. Теперь смотрите на особенность этой карамели. Если резать медленно, то она прогибается, тянется, и нарезать все это не очень удобно. Но если ударить, то она ровно откалывается. Поэтому нарезаем наши колбаски таким образом. Получается очень много маленьких карамельных конфет. Все немного отличаются по размеру друг от друга, ведь это ручная работа. Я пробовал такие покупные конфеты, и это просто один в один. Очень интересен сам процесс создания конфет. Поэтому, если у вас есть дети, то это им очень сильно понравится. А если вы хотите продолжение этой рубрики, то просто ставьте лайки. 300 тысяч лайков, и мы делаем новое видео. Также обязательно подписывайтесь на канал, на Instagram и делитесь роликами в соцсетях. Всем пока!